Глава 1896. Битва с тремя дьяволами. Часть 2. На лице феи серебряного света появилось страдальческое выражение, и она тут же открыла рот, чтобы вытолкнуть маленький серебряный меч. Летящий меч пролетел над ее плечом полосой серебряного света, а затем резко атаковал ее руку. Как ни странно, из полученной раны не вытекло ни капли крови. Как только рука была отделена от ее тела, она вспыхнула малиновым пламенем и быстро испепелилась. Будь осторожен, брат Хань. Это одно из 4 великих дьявольских пламень расы старших дьяволов, разъедающее кровь дьявольское пламя. Как только оно входит в тело, его нельзя изгнать, кроме как с помощью нескольких типов легендарных сокровищ, настойчиво предупредила фея серебряного света. Затем она перевернула оставшуюся руку, чтобы достать ароматную белую пилюлю во вспышке лазурного света, после чего проглотила пилюлю без каких-либо колебаний. Вспышка лазурного света тут же обернулась вокруг разреза раны на ее плече, и появилась еще одна рука, идентичная отрубленной. Однако ее цвет лица под маской значительно побледнел, и было совершенно ясно, что она заплатила довольно высокую цену, чтобы мгновенно восстановить эту потерянную конечность. Хань Ли взглянул на новую руку феи серебряного света, затем снова повернулся к горному лорду Ли, и в его глазах промелькнуло намерение убить. Разъедающее кровь дьявольское пламя. Ясно, похоже, я недооценил тебя. Но опять же, это хорошо. Это показывает, что ты определенно довольно важная фигура в расе старших дьяволов, что дает мне еще больше стимула убить тебя. Думаете, вы двое сможете меня убить? Лорд Ли пренебрежительно расхохотался. Затем он резко взмахнул своим гигантским черным посохом в воздухе, и бесчисленные выступы посоха обрели форму среди череды грохочущих ударов, а затем с разрушительной силой устремились к Хань Ли и фее. Еще до того, как выступы посоха достигли их обоих поразил взрыв удушающего духовного давления, как будто небо и земля вот-вот рухнут вокруг них. Кажется, ты очень уверен в своих силах. Вместо того, чтобы быть встревоженным ситуацией, холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и его тело резко увеличилось в размерах среди вспышки золотого света. Всего за один вдох он превратился в огромную золотую обезьяну. Он сделал хватательное движение обеими руками, и в его хватке оказались Черная гора и Лазурная гора. Затем он поднял обе горы высоко в воздух, пока они увеличивались до нескольких тысяч футов в высоту и сдерживали все приближающиеся выступы посоха. Проекции посоха, выпущенные лордом Ли, также были чрезвычайно мощными, и они ударили по 2 горам среди быстрой череды гулких ударов, но после того, как проекции исчезли, горы снова обнажились, не понеся никаких повреждений, кроме нескольких небольших ям и вмятин. Увидев это, на 3 лицах лорда Ли появилось недоверчивое выражение, и он воскликнул: «Невозможно! Как может быть человеческий культиватор на стадии интеграции тела с силой, превосходящей мою?» Он повернулся, чтобы осмотреть гигантскую обезьяну, в которую превратился Хань Ли, и удивление в его глазах стало еще более явным. «Хе-хе, было бы грубо с моей стороны не ответить взаимностью. Как насчет того, чтобы ты тоже принял атаку от меня?» Золотая обезьяна холодно усмехнулась, прежде чем резко соединить 2 массивные горы, а затем швырнуть их с разрушительной силой. Раздались 2 гулких грохота, когда пара гор пронеслась по воздуху, оставляя за собой 2 белых следа. Даже когда они были еще в нескольких сотнях футов от лорда Ли, на него обрушился взрыв огромной невидимой силы, заставив пространство вокруг него сильно задрожать, как будто оно было на грани разрушения. Лорд Ли был чрезвычайно встревожен, увидев это, но отказывался верить, что проиграет Хань Ли в состязании силы. Таким образом, все 3 его головы издали яростный рев, и он взмахнул своим гигантским черным посохом в сторону 2 гор, снова посылая бесчисленные выступы посоха в воздух. Раздался сокрушительный грохот, и руки лорда Ли мгновенно онемели, когда его гигантский посох вырвался из его рук. В то же время взрыв огромной силы врезался в его тело, отбросив его назад, когда он изрыгнул полный рот черной крови. 2 гигантские горы только на мгновение заколебались в воздухе, прежде чем снова рухнуть с разрушительной силой, угрожая раздавить лорда Ли в фарш. Выражение шока и ярости появилось на лице лорда Ли, и его 6 рук внезапно отделились от его тела сами по себе, а затем превратились в облако кровавого тумана вокруг него. Сразу после этого 2 гигантские горы также врезались в кровавый туман, но лорда Ли уже нигде не было видно, он явно сбежал, используя какую-то технику движения. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем в его глазах появилось яростное выражение. Он яростно ударил себя в грудь, когда на его глобеле появился черный, как чернила, вертикальный глаз, и как только он появился, из него вырвался столб черного света толщиной с большую чашу. Затем столб черного света мгновенно растворился в воздухе, и в следующее мгновение в нескольких тысячах футов раздался громкий грохот. Раздался тревожный рев, и вспыхнули пространственные флуктуации, когда лорд Ли споткнулся. Хань Ли сразу же без колебаний указал на свои 2 горы вдалеке, увидев это, и пара гор вздрогнула в ответ.
Серебряные руны вспыхнули на поверхности одной из гор, когда она испустила вспышку серого света, а другая испустила мерцающий лазурный свет, который превратился в бесчисленные полосы невидимого меча Ци. Эти двое переплелись друг с другом, и даже небо и земля содрогнулись перед лицом гнева Хань Ли. Лица лорда Ли сразу же побледнели, увидев это, и он без колебаний топнул обеими ногами в пространстве под собой. Затем его ноги также взорвались двумя вспышками кровавого тумана, обнажив пару серебряных костей стопы. Мало того, что эти кости стопы сверкали серебряным светом, к их поверхности была прикреплена пара малиновых талисманов. Затем три головы лорда Ли начали в унисон петь странное заклинание, и два багровых талисмана самопроизвольно воспламенились. Дюжина или около того больших малиновых рун были отпечатаны на костях стапы во вспышке, после чего кости стапы превратились в пару серебряных летающих колес во вспышке духовного света. Алое дьявольское пламя вспыхнуло над поверхностью летающих колес, и они начали вращаться с огромной скоростью, превращая дьявольского владыку в полосу багрового света, уносившуюся вдаль. Колеса двигались так быстро, что в мгновение Эйка преодолели расстояние более 10 тысяч футов. Лорд Ли решил скрыться с места происшествия, как только понял, что не может сравниться с Хань Ли. Хань Ли, естественно, слегка запнулся, увидев это, и его брови нахмурились. Этот лорд Ли, казалось, был полон решимости сразиться с Хань Ли до смерти и даже высвободил своего аватара старшего дьявола, но теперь он убегал с места происшествия при первых признаках неприятностей, и это было действительно очень неожиданно. Прошло всего несколько вдохов с тех пор, как Хань Ли превратился в гигантскую горную обезьяну, и фея Серебряного Света воспользовалась этой возможностью, чтобы отдышаться и немного оправиться от своих потерь. Она была в восторге, увидев, что Хань Ли подавляет их противника, но в то же время она поспешно закричала: «Брат Хань, мы не можем позволить ему сбежать. Если он найдет других дьявольских существ и вернется, тогда мы окажемся в большой беде». Как только ее голос стих, она указала пальцем на пару своих серебряных крючков и спрятала их в рукав. Затем она подняла руку, чтобы вызвать зеленое летающее судно, в которое сразу же без колебаний влетело. Раздался оглушительный грохот, и ее лодка пронеслась по воздуху полосой зеленого света, которая двигалась не медленнее, чем полоса малинового света вдалеке. Это духовное сокровище хаотического свитка мириадов духов — небесное зеленое воздушное судно. Я и не думал, что она может владеть таким сокровищем, довольно удивленно пробормотал Хань Ли про себя, прежде чем на его лице появилась холодная улыбка. Конечно, я ни за что не позволю этому старому дьяволу уйти. Сразу после этого он наложил печать руками, и его гигантское обезьянье тело внезапно было окутано слоем серебряного света. Затем раздался ясный крик, и вместо гигантской золотой обезьяны появилась гигантская серебряная птица длиной более 1000 футов. Гигантская птица подняла голову и взмахнула крыльями. Из ее тела вырвались дуги серебряных молний, а на спине появилась еще одна пара полупрозрачных крыльев. Это было не что иное, как грозовые крылья Хань Ли. Таким образом, у гигантской птицы теперь было две пары массивных крыльев. Эта интеграция трансформации Тянь-Пэна и грозовых крыльев была экстремальной техникой движения, которую Хань Ли разработал за последние несколько столетий. Гигантская серебристая птица синхронно взмахнула всеми 4 крыльями и мгновенно исчезла на месте, как вспышка молнии, оставив за собой шлейф раскатов грома, которые становились все более и более отдаленными. В этот момент полоса малинового света была уже в нескольких десятках километров. В малиновом свете лорд Ли безжалостно вливал свою энергию в серебряные колеса под собой, отчаянно оглядываясь по сторонам. Прежде чем догнать дуэт Хань Ли, он снова пообщался со своими двумя товарищами. В то время эти два дьявольских лорда были уже довольно близко к нему, и именно поэтому он осмелился вступить в бой с двумя существами на стадии интеграции тела в одиночку. Однако он никогда не думал, что человек-культиватор, убивший его внука, будет таким могущественным. Однако это не было большой проблемой. Он также не раскрыл свой самый мощный козырь, и он сможет начать контратаку, как только его товарищи присоединятся к нему. Таким образом, у него все еще будет возможность убить этих двух человеческих культиваторов. Имея это в виду, лорд Ли силой подавил ярость в своем сердце и начал что-то напевать на ходу. Из ран на его плечах вырвались струйки кровавого тумана, и плоть там беспрестанно извивалась и корчилась. Через несколько мгновений все 6 его расчлененных рук полностью восстановились. В этот момент рядом с его ушами вдруг прозвучал мужской голос. «Почему ты в таком жалком состоянии, брат Ли? Неужели с этими двумя культиваторами-людьми так трудно иметь дело? Не волнуйся, мы уже установили поблизости временную дьявольскую формацию. Все, что тебе нужно сделать, это заманить этих двоих в формацию, и мы точно сможем убить их вместе». Голос принадлежал никому иному, как тому лысому дьявольскому существу. Глава 1897. Битва с 3 дьяволами. Часть 3. Лорд Ли, естественно, был в восторге, услышав это, и сразу же дал утвердительный ответ, прежде чем внезапно изменить направление.
В этот момент полоса зеленого света была еще близка к 10 километрам, и на лице Лордали появилось злобное выражение, когда он летел прямо к скоплению небольших гор. Именно здесь прятались два других дьявольских лорда, и они также выстроили там чрезвычайно осторожный массив. По мнению Лордали, все, что им нужно было сделать, это использовать массив, чтобы убить женщину-культиватора в полосе зеленого света, что оставит Ханли в одиночестве, и они втроем определенно смогут победить его вместе. Фея Серебряного Света, естественно, совершенно не обращала внимания на этот коварный заговор и продолжала преследовать так быстро, как только могла. Всего за несколько вдохов они вдвоем должны были войти в скопление небольших гор. Однако, как только Лордли собирался влететь в одну из гор, прямо над ним внезапно раздался грохочущий удар грома, после которого среди вспышки серебряной молнии появилась гигантская четырехкрылая птица. Затем птица взмахнула четырьмя крыльями и снова исчезла в виде дуги молнии. В следующее мгновение Лордли услышал раскат грома прямо над своей головой, после чего сверху с такой скоростью пронеслась группа огромных когтей, что у него не было времени, чтобы уклониться. В своем шоке и ярости он мог только изливать больше энергии в защитный духовный свет вокруг своего тела, заставляя его резко раздуваться и образовывать практически прочный световой барьер. Однако световой барьер не мешал когтям и был легко разорван. Лордли испустил душераздирающий крик, когда его тело рухнуло сверху. В то же время из его плеч, явно только что проткнутых когтями гигантской птицы, вырвались две струи крови. Однако, даже будучи застигнутым врасплох и получив эти раны, Лордли все же смог отомстить. Пара дьявольских летающих колес под ним превратилась в пару малиновых огненных шаров размером с голову, которые устремились прямо к гигантской птице наверху, и еще до того, как они коснулись ее тела, все пространство уже было заряжено. В то же время Лордли развернулся и снова превратился в полосу малинового света, прежде чем продолжить полет к небольшой горе, которая находилась всего в полукилометре от него. Пока он мог войти в созданную дьявольскую формацию и объединиться со своими товарищами, ему больше не нужно было бояться гигантской птицы, которая его преследовала. Однако гигантская четырехкрылая птица наверху просто холодно хмыкнула, увидев это, и слой пятицветного света внезапно вырвался из ее тела, когда она превратилась в чрезвычайно буйного пятицветного павлина. Павлин расправил крылья, чтобы выпустить шары пятицветного света, которые сформировали 5 гигантских ореолов, которые устремились прямо на приближающиеся огненные шары. Что же касается самого пятицветного павлина, то он взмахнул крыльями и снова исчез в виде шара пятицветного света. Два алых огненных шара врезались в эти ореолы среди череды взрывных ударов, расплавив первые 3 ореола, но четвертый остановил их на месте. Затем последние 2 ореола устремились вперед, чтобы поймать 2 огненных шара, а затем образовали пару массивных шаров света. Сразу же после этого 2 светящихся шара взорвались, и огромное пространство пятицветного света хлынуло во всех направлениях. Лордли был охвачен этим пятицветным светом, и его тело внезапно стало очень вялым. Ему казалось, что он летит через чрезвычайно густую патоку, и его скорость значительно снизилась. На помощь. Как дьявольский лорд, Лордли, естественно, имел гораздо больший боевой опыт, чем средний культиватор, и он сразу понял, что находится в чрезвычайно опасной ситуации. Его отчаянный крик о помощи прозвучал, как оглушительный удар грома, и в то же время он сделал печать руками, и во вспышке черного света над его телом появился комплект черно-красных доспехов. Весь комплект доспехов был покрыт замысловатыми серебряными рунами, так что это явно не было обычным сокровищем. Лордли едва успел принять эту защитную меру, как 2 гигантских мерцающих золотых кулака внезапно вошли в пятицветный свет вокруг него, а затем метнулись прямо к его груди. Из-за ограничения пятицветного света у него не было возможности уклониться от этой атаки, поэтому он мог только изо всех сил влить свою силу в доспехи. Сверкающий свет немедленно вырвался из доспехов, и казалось, что появилось черно-красное солнце. Однако с нынешним уровнем непостижимых сил Ханли его 2 кулака определенно были не менее мощными, чем пара обычных духовных сокровищ. Раздался вызывающий дрожь звук металлического скрежета по металлу, и первый золотой кулак со свирепой мощью ударил по доспехам. После столкновения во всех направлениях разошлись ударные волны, но дьявольский доспех уцелел, поскольку серебряные руны на его поверхности яростно вспыхнули. Тем не менее, другой золотой кулак затем также ударил в дьявольские доспехи, и, получив такой сокрушительный удар дважды подряд, он тут же раскололся среди мучительного воя, обнажив слой блестящей черной чешуи. Затем золотой кулак без колебаний врезался в дьявольское тело Лордали, и раздался глухой удар, как будто кулак ударил по мертвому дереву. Золотой и черный свет переплелись, и тело Лордали лишь слегка качнулось, прежде чем кулак был остановлен на своем пути этим, казалось бы, ничем не примечательным слоем черной чешуи. Зловещая улыбка появилась на лице Лордали, когда он увидел это, и он сделал хватательное движение всеми 6 руками. Дьявольская ци кружилась вокруг его пальцев, а яркий пятицветный свет вокруг него яростно извивался и искажался, словно собирался рухнуть в любой момент. Прямо в этот момент с небольшой горы раздался протяжный крик, и 2 дьявольские фигуры метнулись к Лордали, как 2 быстрые полосы света. Это были никто иные,
как два других дьявольских лорда стадии интеграции тела. Внезапно из золотого кулака, прилипшего к телу Лордали, раздалась череда потрескивающих звуков, после чего бесчисленные золотые молниеносные змеи в бешенстве вырвались наружу, мгновенно сформировав гигантскую молниеносную сеть, охватывающую все его тело. Лорд Ли издал вопль агонии, и его дьявольские доспехи были мгновенно уничтожены свирепым шквалом золотых молний, а кажущийся нерушимым слой черной чешуи также стал совершенно тусклым и лишенным блеска. Затем золотой кулак разомкнулся в ладони, которая вонзилась прямо в грудь Лордали, и золотая молния, вырвавшаяся из руки, утихла, но сменилась слоем серебряного пламени, полностью поглотившего его тело. Нет. У Лордали был шанс издать еще один вопль отчаяния, прежде чем его тело было полностью испепелено палящим серебряным пламенем, даже его зарождающейся душе не удалось убежать. Только тогда в пятицветном свете появилась золотая гуманоидная фигура. Это был никто иной, как Ханли, который вернулся в свою человеческую форму. Все его тело мерцало мерцающим золотым светом, и это был явный признак того, что он максимально активировал свое истинное дьявольское искусство происхождения. В этот момент на место прибыли два других дьявольских существа. Духовный свет вокруг них исчез, открыв лысое дьявольское существо и его компаньона, и они оба смотрели на шар палящего серебряного пламени, горящий перед Ханли с неверием в глазах. «Брат Хань, ты только что убил того дьявольского лорда». Из-за спины Ханли также раздался удивленный женский голос, когда на место происшествия прибыла фея, а затем вышла из своего воздушного судна с удивленным выражением лица. «Мне просто повезло, но похоже, что теперь у нас еще больше проблем», — сказал Ханли, оценивая двух дьявольских лордов с мрачным выражением лица. Как только его голос затих, он провел рукой по воздуху, и ясный крик тут же раздался из обжигающего серебряного пламени. Затем серебряный огненный шар превратился в серебряного огненного ворона длиной около 10 футов. Огненный ворон расправил крылья и в мгновение ока появился над головой Ханли, прежде чем покружить в воздухе, и оба дьявольских лорда с настороженностью оценивали его. «Как ты посмел убить лорда Ли прямо у нас под носом? Мы обязательно положим конец твоей жизни здесь и сейчас», — ледяным голосом сказала дьявольское существо с голубыми узорами на лице. Что касается его лысого спутника, то он, не теряя времени на слов, сразу же сделал печать руками, чтобы создать слои черной дьявольской ци вокруг своего тела. Затем дьявольская ци сформировала серию маленьких черных щитов, каждый из которых был размером около фута, и щит расположился прямо перед двумя дьявольскими лордами. Сразу после этого он поднял другую руку, чтобы выпустить в небо вспышку лазурного света, который превратился в массивные лазурные врата, висящие в воздухе. Ворота были около 100 футов в высоту и около 8 футов в толщину. Поверхность ворот была покрыта пятнами ржавчины, а на каждой половине ворот были выгравированы две чрезвычайно угрожающие гигантские призрачные головы, поражавшие смотрящего пробирающим до костей ощущением. Сердце Ханли слегка дрогнуло при их виде, и он сразу же сосредоточил свой взгляд на этих воротах. Что касается другого дьявольского лорда, он издал низкий рев и поднял обе руки в воздух, чтобы выпустить синий кожаный мешочек размером около полуфута, а также 13 полос черного света. Кожаный мешочек резко увеличился примерно до 10 футов в размере, после чего отверстие ослабло, и из него выскочило более 100 шаров синего света, которые затем превратились в полупрозрачных синих летающих змей. Каждая змея была около 3 футов в длину с парой прозрачных ледяных крыльев, и все они непрерывно щелкали раздвоенными языками. Что касается 13 полос черного света, они взорвались почти сразу после того, как были выпущены, превратившись в 13 дьявольских флагов, окутанных плотной черной ци, и каждый флаг был около 10 футов в высоту. Эти флаги медленно разворачивались, и на каждом флаге было изображение полуобнаженной женщины, стоящей на горе костей. Все женщины выглядели очень реалистично и соблазнительно. Как только фея серебряного света увидела эти сокровища, выражение ее лица резко изменилось, и она воскликнула: «Это небесные врата Асуры и набор иерархических флагов истинного дьявола». Глава 1898. Иерархические истинные дьяволы и призрачный монарх Асуры. Иерархические флаги истинного дьявола небесных врат Асуры. Разве это не 2 из 10 великих дьявольских сокровищ нашего мира духов? Довольно удивленно спросил Хань Ли. Будь осторожен, брат Хань, 10 великих дьявольских сокровищ нашего мира духов на самом деле являются копиями известных сокровищ мира старших дьяволов, поэтому эти 2 сокровища, скорее всего, будут даже более могущественными, чем 10 великих дьявольских сокровищ. Похоже, что мы не сможем легко их одолеть. Как насчет того, чтобы оставить этих двоих и продолжить наше путешествие, предложила фея в нерешительной манере. Было совершенно ясно, что фея Серебряного Света не была оптимистична в отношении их шансов против этих могущественных сокровищ и подумывала об отступлении. Слишком поздно. Нам еще предстоит пройти очень долгий путь, пока мы не достигнем небесного города. Если мы отпустим этих двоих, оставшаяся часть нашего путешествия будет еще более опасной.
Все, что вам нужно сделать, это помочь мне задержать одного из них сейчас, и я избавлюсь от них один за другим», — безжалостно ответил ей Ханли. Фея Серебряного Света, естественно, знала, что Ханли был прав, и была одновременно удивлена и воодушевлена его уверенностью. Таким образом, после краткого размышления, она кивнула. «Поскольку ты уверен в своей способности позаботиться об этих двоих, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Я собираюсь призвать могущественное сокровище, чтобы поймать одного из них, остальное за тобой, брат Хань». Как только ее голос умолк, фея Серебряного Света сделала серию печати руками, и из ее серебряной маски вырвался яркий духовный свет. Затем на поверхности маски появилось бесчисленное количество золотых рун, и вначале руны были размером всего с рисовое зерно, но они быстро расширились, охватив всю маску. Затем она испустила деликатный крик, и серебряная маска слегка деформировалась, прежде чем соскользнуть с ее лица. Сразу после этого она расширилась и превратилась в голову красивой женщины размером около 10 футов. Голова мерцала серебряным светом, ее глаза были плотно закрыты, и у нее были золотые волосы длиной в несколько футов. Атака. Холодный свет вспыхнул в глазах лысого дьявольского лорда, когда он увидел это, и он тут же прикусил кончик собственного языка, а затем открыл рот, чтобы выпустить глоток черной крови, которая превратилась в облако кровавого тумана, окутывающего призрачные лазурные ворота. Увидев, как Ханли разобрался с лордом Ли, лысое дьявольское существо уже отбросило всякое самодовольство и с самого начала пожертвовало немного эссенции крови, чтобы активировать это свое козырное сокровище. В тот момент, когда гигантские лазурные ворота были окутаны кровавым туманом, глаза двух гигантских призрачных голов, выгравированных на их поверхности, внезапно покраснели, и они внезапно, казалось, ожили, когда открыли свои рты, чтобы поглотить кровавый туман в воздухе. Затем массивные ржавые ворота стали ярко-красными, как кровь, и воздух пропитался непреодолимым запахом крови. Две призрачные головы поднялись к небу и испустили пронзительный вой в унисон, а затем яростно рванулись вперед, каждая обнажила половину призрачного тела, простиравшегося до пояса. После этого два грозных призрака протянули толстые мощные руки и схватились за черный молоток на сторонах ворот, прежде чем дернуть изо всех сил. Из гигантских ворот раздался жужжащий звук, когда они медленно открывались, и хотя появилось лишь небольшое отверстие, из ворот уже вырывались порывы свирепых ветров ин, наряду с криками призраков и леденящими кровь воем. Что касается другого дьявольского лорда, то он тоже начал действовать, как только его компаньон выкрикнул слово «Атака». Он быстро сделал печать руками, и все полупрозрачные летающие змеи вокруг него мгновенно зашипели в унисон. В их глазах появилось свирепое выражение, когда они открыли рты, чтобы выпустить облака голубой ледяной ци, которые быстро затопили все их тело. Затем он сделал еще одну печать руками, и по его приказу из 13 дьявольских флагов начали вырываться потоки черной ци. Дьявольские флаги вращались на месте, прежде чем превратиться в 13 скелетов, каждый из которых был примерно такого же роста, что и взрослый человек. В их глазах вспыхивал зловещий малиновый свет, а когда они извивались телами, раздавались раскаты восхитительного женского смеха. Смех был чрезвычайно своеобразным, и даже Хань Ли почувствовал головокружение, услышав его. Однако все было еще впереди. Смех, доносившийся из 13 скелетов, внезапно прекратился, и они одновременно полетели к дьявольскому существу с голубыми узорами на лице. В отличие от того, чтобы быть встревоженным этим, дьявольский лорд оставался спокойным и собранным, и он издал низкий крик, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху, выпустив 13 малиновых пилюль, которые он приготовил заранее. Каждая из этих пилюль была размером с яйцо, и они казались чрезвычайно привлекательными для скелетов, поскольку они сразу же изменили направление, чтобы преследовать пилюли. 13 пилюль были поровну разделены между 13 скелетами, и в тот момент, когда пилюли были съедены, из их тел мгновенно вырвались вспышки малинового света. Затем скелеты начали с восторгом танцевать в дьявольской ци, и снова раздались раскаты радостного смеха. Сразу после этого 13 скелетов резко перевернулись, и малиновый свет вокруг них мгновенно образовал кровь и плоть на скелетах. В мгновение Эка появилось 13 полуобнаженных и чрезвычайно соблазнительных дьявольских женщин, и все они были чрезвычайно красивы и соблазнительны. Увидев это, зрачки Хань Ли сразу же слегка сузились. «Вперед!» — приказал дьявольский лорд, сложив печать руками, а затем злобно ткнул пальцем в сторону Хань Ли. Выражения лиц 13 соблазнительных женщин мгновенно изменились, когда они быстро отрастили острые ногти, каждый длиной в несколько дюймов, а затем набросились на Хань Ли со свирепым намерением убить. Синие летающие змеи в воздухе также хлопали крыльями, и вся голубая ледяная ци в близлежащей области втянулась в их тело. В результате они превратились в более чем 100 гигантских ледяных шипов, каждый из которых был около 10 футов в длину, а затем выстрелили в воздух, как мчащиеся стрелы. Холодный блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сразу же провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить 72 маленьких золотых меча. Затем эти мечи мгновенно увеличились примерно до 3 футов в длину каждый, а затем разделились на сотни изображений мечей.
Изображения меча слегка содрогнулись, прежде чем пронестись по воздуху, превращаясь в золотые нити, которые противостояли приближающимся ледяным шипам. Что касается серебряного огненного ворона, то он испустил ясный крик, прежде чем расправить крылья и превратиться в гигантский огненный шар, а затем метнуться прямо к 13 дьявольским женщинам. В тот момент, когда началась битва Ханьли против этого дьявольского лорда, фея Серебряного Света тоже стиснула зубы и бросилась к гигантским призрачным воротам впереди, которые все еще медленно открывались. Красивая серебряная голова женщины перед ней постепенно открыла глаза по ее приказу, обнажив пару золотых глаз. В то же время голова также открыла рот, чтобы выпустить шлейф из полупрозрачных нитей. Нити были совершенно ничем не примечательны, когда они впервые появились, но после всего лишь одной вспышки они превратились в огромную сеть, спускавшуюся сверху. Лысый дьявольский лорд в настоящее время сосредоточил всю свою силу на открытии этих гигантских ворот, и его сердце сразу же бешено забилось при виде сети. Его рука метнулась вперед, как молния, чтобы указать на маленькие черные щиты, которые он сотворил ранее, и эти щиты мгновенно увеличились, превратившись в огромные полупрозрачные изображения щитов, которые плавно соединялись друг с другом. Таким образом, в воздухе над лысым дьявольским лордом появился полусферический черный световой барьер, охватывающий и его самого, и призрачные врата. В отличие от того, чтобы быть встревоженной этим, фея Серебряного Света, казалось, была в восторге от этого зрелища, и она немедленно послала гигантскую сеть, рухнувшую сверху, охватив барьер черного света, лысого дьявольского лорда и призрачные врата. Затем сеть нити расплылась и превратилась в плотный световой барьер, который поймал все под собой, и в то же время фея Серебряного Света указала пальцем на парящую перед ней голову женщины. Золотой свет вспыхнул в глазах серебристой головы, и яркий ослепительный свет вспыхнул из золотых рун на ее лице. Затем эти руны выстрелили одна за другой, прежде чем влететь в световой барьер в виде пятнышек золотого света, после чего на поверхности барьера сразу же появился ряд глубоких золотых узоров. Золотой свет беспорядочно вспыхивал от светового барьера, и золотые узоры на его поверхности быстро корчились и трансформировались, проявляя гигантское мерцающее золотое образование всего за несколько вдохов. Только тогда фея вздохнула с облегчением, и на ее лице появилась слабая улыбка. Выражение лица лысого дьявольского лорда слегка изменилось, когда он увидел это, но затем ему в голову пришла мысль, и он просто проигнорировал ситуацию, решив вместо этого увеличить скорость, с которой он вводил магическую силу в гигантские призрачные врата со зловещей улыбкой на его лице. Алые призрачные ворота, наконец, полностью распахнулись под грохочущий грохот, и два злобных призрака, пытавшихся открыть ворота, тут же испустили восторженные крики. Прямо в этот момент тревожные вопли и крики внутри ворот резко оборвались, и порывы леденящего до костей ветра инь пронеслись в бешенстве. Однако эта ситуация длилась всего мгновение, прежде чем из ветров появилась нечеткая фигура, а затем выплыла за ворота. Фея Серебряного Света поспешно сосредоточила свой взгляд на фигуре, и зрелище, которое она увидела, ошеломило ее. Это был красивый молодой человек в мантии ученого. Он определенно не был похож на легендарного небесного призрака. На лице феи Серебряного Света появился намек на замешательство, когда эти мысли пронеслись в ее голове. В следующее мгновение красивый молодой человек огляделся, прежде чем внезапно повернуться к лысому дьявольскому лорду со слабой улыбкой. «Теска, ты действительно очень смелый. Я не думал, что ты осмелишься призвать меня снова с этим сокровищем. Ты приготовил кровавую жертву. Если она не понравится, ты знаешь, какие последствия тебя ждут. Хватит болтать, монарх Асуры. Поторопись и вызови небесного призрака. Убей этих двоих, я обязательно принесу тебе хорошую кровавую жертву», настойчиво ответил лысый дьявольский лорд. Затем перевернул руку, чтобы извлечь длинную малиновую саблю. Затем в его глазах появилось злобное выражение, и он опустил клинок одним мощным ударом, отрубив себе руку. Глава 1899. Проявление дьявольской силы. Глаза красивого молодого человека сразу же загорелись при виде отрубленной руки, и он издал тихий крик, после чего его тело увеличилось примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером, и он превратился в гигантского призрачного монарха в парчевых одеждах и с золотой короной на голове. Его лицо стало полностью багровым, а тело было покрыто зеленым мехом. Также из его спины показался ряд костяных шипов длиной около фута каждый, а изо рта торчали 4 угрожающих клыка. Призрачный монарх открыл рот, чтобы выпустить поток серой ци, которая подхватила отрубленную руку, затем втянул руку в свой рот, прежде чем прожевать ее среди взрыва, вызывающих дрожь трещин и хрустов. Лицо лысого дьявольского лорда было слегка бледным, когда он закричал: «Хорошо, ты принял мою кровавую жертву, так что поторопись и одолжи мне свой значок небесного призрака». Проглотив всю руку, призрачный монарх облизал губы длинным фиолетовым языком, а затем сказал с жадным выражением в глазах: «Хе-хе, эти двое необычные существа. Если ты хочешь, чтобы я призвал небесных призраков на помощь тебе, то тебе придется принести лучшую жертву». «Что? Ты требуешь слишком многого.
Я всего лишь прошу тебя позаботиться о 2 жалких культиваторах, но ты все еще не удовлетворен, даже после того, как съел одну из моих рук?» Лысый тут же вспыхнул от ярости. У тебя это звучит так просто. Можно ли сравнить этих двоих с твоими прошлыми противниками? Скорее всего, мне придется пожертвовать множеством небесных призраков, чтобы победить их. Похоже, ты уже забыл договор, который заключил со мной через эти ворота. Тебе нужно, чтобы я освежил твою память?» Спросил призрачный монарх угрожающим голосом. Выражение лица лысого дьявольского лорда потемнело еще больше, и он стиснул зубы, прежде чем снова ударить багровым клинком, на этот раз отрубив себе ногу. «Этого должно быть достаточно, верно? Если ты посмеешь сказать «нет», я разрушу договор между нами, даже если это означает, что мы оба получим серьезные травмы». Хе-хе, этого действительно достаточно. Призрачный монарх восторженно кивнул, а затем тоже затянул отрубленную ногу себе в рот. Тем временем Лысый начал что-то напевать, и из нанесенных им самим ран вырвались всплески черной ци, после чего быстро появились новые конечности. Однако от этого его цвет лица стал еще бледнее, чем раньше. Было совершенно ясно, что хотя он и регенерировал свои собственные конечности, утраченную им сущность крови не так легко восполнить. Проглотив финогу, призрачный монарх издал долгий крик восторга, затем взмахнул рукавом по воздуху, чтобы призвать малиновый значок. Затем он бросил значок за спину и влетел в призрачные врата, как порыв ветра инь, исчезнув в мгновение ика. Выражение лица лысого дьявольского лорда немного смягчилось при виде значка, и, взглянув на Хань Ли и фею Серебряного Света, он сразу же указал пальцем на значок. Призрачный значок тут же начал быстро вращаться на месте, быстро трансформируясь в малиновый смерч. Свирепые крики раздались изнутри смерча, и 4 угрожающих призрака выскочили изнутри, а затем быстро увеличились до размера более 100 футов каждый. У этих 4 гигантских призраков были обнаженные малиновые тела, но строение их тела сильно напоминало тело обезьяны. У каждого из них на голове была пара черных рогов, а также зеленый крючковатый хвост. Когда они взмахивали этими хвостами в воздухе, они становились слишком быстрыми, чтобы их можно было уследить невооруженным глазом, из-за спин гигантских призраков можно было только слышать грохот взрывов. Лысый дьявольский лорд немедленно сделал хватательное движение к 4 небесным призракам, и малиновый торнадо вдалеке тут же снова превратился в призрачный значок, а затем в мгновение Эйка влетел в его хватку. Затем на его лице появилось злобное выражение, когда он наложил печать заклинания на значок, одновременно что-то напевая. 4 гигантских призрака были явно связаны значком, и все они повернулись к фее Серебряного Света со свирепыми выражениями по приказу лысого дьявольского лорда. Один из них издал яростный крик, и из спин всех 4 небесных призраков вырвался малиновый свет. Затем на каждой из их спин появилась пара пурпурных крыльев летучей мыши, и они немедленно взмахнули этими крыльями, прыгнув прямо к световому барьеру наверху. Холодная улыбка появилась на лице лысого дьявольского лорда, когда он увидел это. Неоднократно использовав небесные врата Асуры, никто лучше него не знал, насколько грозными были эти 4 небесных призрака. По отдельности, каждый небесный призрак находился только на пике стадии пространственного закаливания, но когда они объединяли свои силы, даже существо на средней стадии интеграции тела, скорее всего, не могло им противостоять. Световой барьер, поймавший их в ловушку, действительно казался довольно прочным, но он не мог противостоять 4 небесным призракам. Несмотря на это, дьявольский владыка все же открыл рот, чтобы извергнуть маленькую черную печать. Когда она впервые появилась, ее размер составлял всего несколько дюймов, но он быстро увеличился до нескольких десятков футов, а затем с разрушительной силой устремился к световому барьеру над головой. 4 небесных призрака мгновенно достигли светового барьера наверху, а затем взмахнули руками в воздухе, чтобы вызвать бесчисленные изображения когтей. В то же время они также махали своими крючковатыми хвостами, излучая бесчисленные полосы зеленого света. Комбинированные атаки 4 призраков были поистине грозными, а световой барьер продержался всего несколько мгновений, прежде чем начал тускнеть. Лысый, естественно, пришел в восторг, увидев это, и ускорил гигантскую черную печать, которую он только что призвал, чтобы ударить точно в то же самое место на световом барьере. Черная рябь тут же разлилась наружу среди гула, и раздался треск, после которого на поверхности светового барьера появились бесчисленные тонкие белые трещины. Казалось, он вот-вот рухнет. Однако именно в этот момент фея Серебряного Света внезапно подлетела к серебряной голове женщины перед ней, а затем без колебаний протянула к ней ладонь. Золотой свет в глазах серебристой головы тут же засиял еще ярче и, казалось, резонировал со световым барьером внизу. Золотая формация на световом барьере издала громкий жужжащий звук, а затем выпустила бесчисленное количество золотых рун, которые мгновенно исчезли в треснувшем барьере. Затем последовала своеобразная сцена. В тот момент, когда эти золотые руны ворвались в световой барьер, все трещины, изрешечивающие его поверхность, мгновенно запечатались. Слабая улыбка появилась на лице феи Серебряного Света, когда она увидела это.
Напротив, лысый дьявольский лорд был в ярости, и он немедленно издал громкий крик, прежде чем ввести свою магическую силу в призрачный значок в своей руке и гигантскую печать наверху. Багровый свет завихрился в глазах 4 небесных призраков, и они испустили резкие крики ярости, когда их тела снова расширились. В то же время они открыли свои рты, чтобы выпустить столбы малинового света, одновременно вызывая те же проекции когтей и полосы зеленого света, что и раньше. Что касается гигантской черной печати, то из нее вырвался грохочущий удар грома, после чего с его поверхности вырвались разряды черных молний. В то же время из-под печати вырвались сотни серебряных рун. Было совершенно ясно, что лысый дьявольский лорд высвободил максимальную силу печати. Шквал атак снова обрушился на световой барьер, заставив его поверхность хаотично вспыхнуть золотым светом. Когда гигантская черная печать во второй раз врезалась в барьер, среди сотрясающего землю грохота появилось черное солнце. Световой барьер перед черным солнцем легко разрушился, но затем мгновенно восстановился в новой вспышке яркого золотого света. Лысый был крайне расстроен этим, но продолжал делать серию печати руками, чтобы пришпорить 4 небесных призраков и гигантскую печать. Он знал, что каким бы мощным ни был этот световой барьер, он никак не мог поддерживать эту мгновенную регенерацию бесконечно. Пока он продолжит упорствовать в атаках, барьер скоро будет разрушен. Что наиболее важно, его компаньон столкнулся с другим культиватором-человеком, который только что убил Лордали, и лысое дьявольское существо очень беспокоилось за его безопасность. Таким образом, когда он обрушивал безжалостный шквал атак на световой барьер, он повернулся, чтобы оценить другую битву в слегка беспокойной манере, после чего выражение его лица резко изменилось. Там появилась гигантская сеть, состоящая из бесчисленных золотых нитей меча, поймавшая в ловушку всех синих летающих змей. У всех летающих змей были чрезвычайно крепкие тела, и они могли извергать глубокую ледяную ци изо рта, но их все еще быстро разрывали золотые нити. Недалеко от золотой сети дьявольские женщины, образованные 13 скелетами, вернулись к своим первоначальным формам. Теперь они были гигантскими скелетами, около 20 футов в высоту, каждый с черным дьявольским пламенем, горящим вокруг их тел. Из их ртов вырвался мутный ядовитый туман, а из глаз вырвались полосы слепящего света. Несмотря на то, что они явно сражались изо всех сил, они все же были вынуждены отчаянно бежать от дюжины или около того мерцающих золотых жуков с пурпурными узорами по всему телу. Широко известные иерархические истинные дьяволы, казалось, до ужаса боялись этих насекомых и не осмеливались подпускать их близко. В то же время все дьявольское пламя и ядовитый туман, которые они выпускали, казалось, были совершенно неэффективны против этих жуков. Что касается самого лорда Лана, то он был в еще более плачевном состоянии. Человек-культиватор, с которым он столкнулся, превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой более 1000 футов, и он владел парой небольших гор, вынуждая лорда Лана отступить назад своими разрушительными атаками. Лорд Лан был одновременно шокирован и разгневан подавляющей силой своего противника, и он быстро наложил печать руками, когда вокруг него лихорадочно летали 7 различных сокровищ. Однако, какое бы сокровище не было поражено одной из 2 гор, оно немедленно было вынуждено упасть, а другое сокровище заняло его место. В противном случае, если одно сокровище выдержит 3 или 4 последовательных удара гор, оно наверняка будет уничтожено. Через несколько мгновений после начала битвы лорд Лан уже был раздавлен. У лысого дьявольского лорда резко перехватило дыхание, увидев это. Эти 13 иерархических истинных дьяволов были не менее могущественны, чем 4 небесных призрака, которых он призвал, но они были доведены до такого плачевного состояния ничем иным, как несколькими духовными насекомыми. Казалось, что они недооценивали силу этого мужчины-культиватора. С его уровнем силы, возможно, только 3 или 4 дьявольских лорда на вершине стадии интеграции тела смогут победить его. Имея это в виду, лысый дьявольский лорд поспешно передал свой голос своему спутнику. Глава 1900. Дьявольский массив. После дюжины или около того атак гор Ханли, по спине лорда Лана струился пот, и все его тело дрожало, когда он, спотыкаясь, отступал. Услышав, что должен был сказать лысый, он тут же приободрился и, передав свой утвердительный ответ, тут же начал думать, как бы отстраниться от этой битвы. Синий блеск вспыхнул в глазах Ханли, и он смог ясно увидеть изменения в выражении лица лорда Лана. Он тут же холодно хмыкнул, а потом вдруг швырнул в воздух 2 свои горы. После того, как они покинули его руки, 2 горы увеличились до более чем 1000 футов в высоту каждая и устремились к лорду Лану с невероятной скоростью. Еще до того, как они добрались до лорда Лана, их подхватили ураганные ветры, и окружающее пространство искривилось и исказилось перед лицом их силы. Выражение лица лорда Лана слегка изменилось, когда он увидел это, после чего в его глазах появилось злобное выражение. Внезапно он стиснул зубы и резко указал на 2 парящих перед ним сокровища, а затем бросился в отступление с остальными сокровищами.
Тем временем два сокровища, на которые он только что указал, помчались прямо к двум горам, и в тот момент, когда они соприкоснулись друг с другом, сокровища мгновенно самовзорвались с мучительным воплем. Раздались два оглушительных удара, когда пара гигантских шаров света всплыла под двумя горами, и, казалось бы, неудержимый нисходящий импульс гор на мгновение остановился. Однако в следующее мгновение две горы захлестнули шары света и превратили их в небытие. Сразу после этого Хань Ли появился под горами в призрачной манере и небрежно поднял свои гигантские обезьяньи руки в воздух, чтобы поймать их, как если бы они весили не больше, чем перышко. После этого он бросил взгляд на несколько тысяч футов вперед с холодным выражением лица и обнаружил, что лорд Лан воспользовался взрывом пары сокровищ, чтобы временно сбежать от Хань Ли. В настоящее время он быстро летел к небольшой горе внизу, и в то же время 13 истинных дьяволов, преследуемых пурпурно-полосатыми золотыми пожирающими жуками, также мчались в том же направлении, как 13 шаров черного дьявольского пламени. Дюжина или около того пурпурно-полосатых жуков-пожирателей золота немедленно пустилась в погоню, и в этот момент все, кроме нескольких синих летающих змей, были уничтожены бесчисленными нитями меча. Летающие змеи были чрезвычайно редким типом дьявольских зверей в царстве старших дьяволов, но они не могли сравниться с несравненно острыми лазурными бамбуковыми мечами облачного роя. Они были бы намного сильнее, если бы были высвобождены в сочетании с искусством культивирования, которое должен был использовать лорд Лан, но он обнаружил, что совершенно не может использовать искусство, так как был слишком занят, отражая атаки Хань Ли. Таким образом, хотя лорд Лан крайне не хотел отказываться от этих летающих змей, у него не было другого выбора, кроме как сделать это. Увидев это, Хань Ли издал громоподобный рев и резко шагнул вперед, преодолев расстояние в несколько тысяч футов всего за несколько вспышек, чтобы оказаться прямо над небольшой горой. Затем он снова швырнул две свои горы вниз, в то время как его гигантские обезьяньи руки сжались в крепкие кулаки и выпустили разрушительный шквал изображений кулака. Как ни странно, перед лицом таких поразительных атак в глазах лорда Лана промелькнул намек на экстаз, а не на панику или ужас. Внезапно он взмахнул рукавом по воздуху, чтобы выпустить черную пластину массива, которая превратилась в черное облако, полностью скрывающее все его тело. Две горы рухнули с разрушительной силой, мгновенно рассеяв черное облако, но лорда Лана нигде не было видно. Не только это, но и оглушительный грохот раздался из гор вокруг небольшой горы внизу, и каждая гора выпустила столб черного света, который затем превратился в массивные флаги массива. Каждый флаг был толщиной с резервуар для воды, и они уходили в небеса, как гигантские небесные столбы. Дьявольский массив радиусом около нескольких километров возник из-под земли скоплением небольших гор в качестве ядрообразования. Все небо потемнело, и окружающее пространство содрогнулось, когда из гор в бешенстве вырвались взрывы черной дьявольской ци. Бесчисленные черные руны сформировались вокруг Хань Ли, и окружающий воздух сжался, из-за чего он был полностью обездвижен и парил в воздухе. Сразу же после этого черные руны взорвались в быстрой последовательности, образовав бесчисленные черные нити света. Черные нити хаотично вспыхнули, прежде чем превратиться в серию черных, как чернила цепей, которые мгновенно связали гигантскую обезьяну чрезвычайно туго. В то же время черная дьявольская ци внизу загрохотала и забурлила, а затем превратилась в серию гигантских щупалец, которые устремились прямо к Хань Ли. Синий блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и он не выказал никакого страха. Вместо этого он издал низкий рык, и весь его мех тут же встал дыбом, в то время как его тело также резко увеличилось. Черные цепи вокруг него яростно задрожали, растянувшись до предела, а затем разлетелись на бесчисленные куски. На лице Хань Ли появилось свирепое выражение, и его руки значительно увеличились в размерах, когда он поднял их высоко в воздух над головой, в то время как его мех вспыхнул бесчисленными полосами золотого света. Полосы золотого света вспыхнули в воздухе, посылая рябь по окружающему пространству, и невидимое ограничение было насильственно разрушено. Затем Хань Ли сделал хватательное движение одной рукой, и в его руке появилась гигантская серебряная линейка. Он без колебаний схватил ее за собой злобным образом, и столб серебряного света вырвался вперед, победив все приближающиеся дьявольские щупальца ци. Внезапно на вершине одной из небольших гор появился лорд Лан, и выражение его лица слегка помрачнело при виде свирепого проявления силы гигантской обезьяны. Он холодно хмыкнул, взмахнув рукавом по воздуху, чтобы создать блестящую черную бутылку-тыкву, которая тут же опрокинулась, выпустив несколько полос зеленого света, которые исчезли в ближайшей дьявольской ци. После этого он перевернул другую руку, чтобы снова достать эту черную пластину массива, и открыл рот, чтобы выпустить полный рот эссенции крови, которая просочилась в пластину в виде облака кровавого тумана. В следующее мгновение все разрушенные щупальца восстановились до своего первоначального состояния и снова устремились к Хань Ли. Однако в этом случае, еще до того, как щупальца достигли Хань Ли, из них вырвалось несколько костяных трезубцев. Каждый костяной трезубец был всего около фута в длину, но его кончики были зловеще зеленого цвета, и они испускали тошнотворный запах, что ясно указывало на то, что они были чрезвычайно ядовиты. Увидев это, Хань Ли ударил себя в грудь огромными обезьяньими кулаками,
и раздался удивительный удар грома, когда дуги золотых молний вырвались из его тела, образуя гигантскую сеть молний. Удары грома раздались в быстрой последовательности, и все приближающиеся костяные шипы дрогнули на своих траекториях, ударив золотую молнию. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли поднял свою гигантскую обезьянью голову и издал громоподобный рев. В ответ золотая молния вокруг него стала еще ярче, а затем пронеслась по окрестностям с разрушительной силой. Костяные трезубцы были поражены толстыми столбами золотых молний почти в одно и то же время, и хотя они явно были усовершенствованы с использованием секретных дьявольских техник, они никак не могли противостоять удару такого количества божественной погибели дьявола. Таким образом, они мгновенно превратились в ничто, а гигантские щупальца также превратились в облака тумана после золотой молнии. Лорд Лан сначала запнулся, увидев это, прежде чем на его лице появилось просветление и неверие. Это божественная молния погибели дьявола. Его голос был полон шока и ярости. Эти костяные трезубцы выглядели совершенно обычными, но на самом деле это были сокровища, которых даже дьявольские лорды должны были опасаться. В мире было не так много вещей, которые могли бы противостоять им, но божественная молния погибели дьявола оказалась одной из таких вещей. Хань Ли откинул голову назад и захихикал в небеса, сжав кулаки, прежде чем нанести яростный удар в сторону горы, на которой стоял лорд Лан. Пространственные колебания вспыхнули, когда золотой кулак размером около акра появился в воздухе над небольшой горой, а затем рухнул с разрушительной силой. Выражение лица лорда Лана резко изменилось, когда он положил руку на свою черную пластину массива, вызвав взрыв дьявольской ци, которая затопила все его тело. Раздался сокрушительный грохот, когда гигантский золотой кулак ударил небольшую гору, которая сильно задрожала, прежде чем рассыпаться в огромную кучу щебня. Тем временем взрыв дьявольской ци появился из воздуха над другой соседней горой, и снова появился лорд Лан. Он быстро перевел взгляд на маленькую гору, которая только что была разрушена, и выражение его лица помрачнело еще больше. В то же время Хань Ли сделал хватательное движение обеими руками, и две его горы снова оказались в его руках, прежде чем их швырнуло в сторону еще двух близлежащих небольших гор. Эти две горы также были разрушены, и дьявольская ци внутри дьявольского массива сразу же заметно поредела. Увидев это, зрачки лорда Лана слегка сузились, после чего в его глазах появилось злобное выражение. «Ты не сломаешь этот массив. Я ни за что не позволю тебе сбежать отсюда живым». Как только его голос стих, он стиснул зубы и сделал печать руками, после чего из его рукавов вылетело около дюжины малиновых пилюль. Ближайшая дьявольская ци закружилась, и 13 скелетов появились перед тем, как съесть пилюли, а затем начали безумно танцевать вокруг лорда Лана. Тем временем сам лорд Лан резко положил руку на макушку, и багровый свет вспыхнул от его тела, когда его плоть и кровь отпали, обнажив еще один ужасающий скелет.